Добрый день, друзья! Давно не было никаких съемок, и наш профессор, наверное, соскучился по съемкам, поэтому сегодня музыкальное сопровождение от Семы очень громкое. Дорогие друзья, к нам опять приезжает Александра Красина. Выставка православная, но Александра приезжает, как всегда, с орхидеями и хоями. Вот только-только в декабре Александра приезжала к нам на одну выставку новогоднюю, и я вам даже не успела показать орхидеи, которые она мне привезла в подарок. Александра приезжает, можно сделать предварительный заказ, можно опять же без пересылки прийти и купить у нее шикарные, великолепные орхидеи. Выставка будет проходить с 12 по 17 число, но я буду на выставке 12 и точно вам скажу, сколько дней на выставке будет Александра. Но вы можете в рабочее время выставки прийти и приобрести для себя и срезы хой, и укорененные хои, и, как всегда, орхидеи бабочки, и очень красивые, и талумнии, и катасетумы. В прошлый раз были и башмачки. В общем-то, разнообразия будет много. Выставка будет проходить в павильоне Росвиртол, или у нас еще называют Виртол Экспо. Город Ростов-на-Дону, не забывайте. У нас, к сожалению, нет конкретной цветочной выставки. В павильонах у нас не проходят выставки. Только в парке Вити Черевичкина. Это весна-осень. Но Александра не всегда может приехать на эти выставки, потому что погода не позволяет. Бывает очень холодно. И орхидеи на улице уже выставить очень сложно. Поэтому 2 раза в год, в декабре и в январе, к нам Александра приезжает, когда выставки проходят в помещениях. И там мы точно знаем, что все цветы будут живы и здоровы, не заморожены. Приезжайте, не пожалеете. В прошлый раз, в декабре, мне Александра подарила 3 орхидеи талумнии и 1 орхидею катасету. Для меня это новые орхидеи. Но вы же знаете, всегда хочется что-то попробовать новое. Конечно, после того, как я их принесла домой, я попыталась изучить все, что написано в интернете об этих орхидеях. Но получилось так, что мы заболели, и мне было почти 2 недели не до них. Но особенность одной из этих орхидей, катасетума, что как раз зимой его поливать не нужно. Поливать его начинают тогда, когда появляется новый молодой рост. А вот такие сухие бульбы должны в зимний период находиться в покое. А еще его называют катасетум морковкой. Это из-за того, что вот эти бульбы становятся после цветения и после их роста к осени совсем лысые, сбрасывают все листья и очень похожи на морковки. Это вот такой катасетум, черный. Я, конечно, не знаю сейчас, не могу даже предположить, зацветет он у меня или нет. И правильно ли я буду за ним ухаживать, хотя всю информацию, которую я смогла найти в интернете, я прочла. Ну вот на данный момент с ним ничего не нужно особенного делать. Поставить под яркое освещение и желательно совсем не поливать. Можно немного опрыскать грунт, если вот эти бульбы начинают сильно сморщиваться. Но пока они не морщатся, поэтому я их не поливала. А вот катасетумы — это немножко другие орхидеи.
Они чем-то схожи с Вандой. Их совсем недавно отделили от рода анцидиумов. Считается, что они и с анцидиумами какие-то родственники. Но я вам не буду рассказывать эти родственные связи, потому что, если вам интересно, просто набираете в Гугле, в Яндексе слово «талумния». Я надеюсь, что я правильно произношу, правильно делаю ударение. И первые 30 статей написаны как под копирку. Абсолютно одинаково рассказывается род, вид, как они растут, какие у них цветы, гибриды, разнообразная информация, но она вся одинаковая. Для того, чтобы вот узнать, как же все-таки за ними ухаживать, мне пришлось перечитать очень много. Выводов определенных для себя я еще не успела сделать. Но кто-то их сажает в крупную кору. Другие любители орхидей держат их в пустых вазах или же чуть насыпают коры и содержат их в пластиковой корзинке, так же, как ванды. В естественных условиях у них сейчас тоже период покоя. И полив минимальный, но очень интересно написано про полив талумний. То есть ее можно опустить полностью в воду, замочить на 15-30 минут. Потом опять подвесить или в корзинке, или же поставить в кору. Кто-то пишет, крупную кору посадите, кто-то в мелкую кору посадите. Корешки очень тоненькие. То есть эта орхидея не запасает в себя влагу, у нее нет бульб. Или же это, вот там пишут, что есть маленькие утолщения. Но вы знаете, я не увидела этих утолщений на талумнии. Вот есть молодые росты. Точно так же, как все бульбовые орхидеи, они наращивают корни только от молодых ростов. Вот, наверное, этим они и схожи с анцидиумами. В общем, я пока на распутье, как за ними ухаживать, посадить ли их в небольшие горшки в кору, или же пока оставить до начала активного роста, вот так, как я их поставила. Нужно, конечно, изучить всю информацию, но я думаю, что у кого-то есть такие орхидеи. И мне бы очень хотелось, чтобы не только для меня, но и для всех зрителей моего канала, те, кто уже ухаживали за этими орхидеями, у кого они цвели, поделились бы с нами информацией из первых рук. То есть не то, что написано, а то, что вы действительно знаете, поделились своим опытом в выращивании таких орхидей. Я думаю, что это будет интересно не только мне, но и всем. Потому что орхидеи очень красивые. Кстати, сейчас покажу вам их название. Вот это первое. Ой, как написано в интернете, так вот у такого маленького растения, такой маленькой орхидейки, может быть цветонос до 70 сантиметров. И я себе этого сейчас даже представить не могу. Ну что, как и с Вандой, буду учиться ухаживать за этими орхидеями. А Ванда, сейчас мы поднимем камеру и покажем, где у меня сейчас находится Ванда. Вот там высоко. И она недавно отцвела
И я была очень рада, когда сразу после цветения я увидела на Ванде следующий цветонос. Вот она. С Вандой все получилось. Надеюсь, что и с этими новыми орхидеями я найду общий язык. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Здравствуйте. Вы проспали. Ну, впрочем, как и все. На улице идет дождь, Да. поэтому у всех сонное состояние.